Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы «Как диагностировать полинейропатию». Это одно из тяжелейших неврологических заболеваний, которое характеризуется множественным поражением периферических нервов, что влечет за собой естественное нарушение их функции. Постановка диагноза может быть затруднена, так как симптомы заболевания соответствуют множеству других болезней, например, слабость рук и ног, отеки, странные ощущения в конечностях, мурашки или жжение, дрожание пальцев, затрудненное дыхание, нарушение пищеварения, плохая переносимость жары и холода, бледность и потливость, головокружение, сложности с равновесием. Поставить диагноз только на основании жалоб пациента невозможно. Что же для этого требуется? Об этом буквально через минуту расскажет врач-специалист. Полинейропатия – это группа заболеваний периферической нервной системы, при которых повреждаются нервные волокна, входящие в состав различных нервов. Полинейропатия может быть вызвана множеством причин, но проявляется общими симптомами – слабостью в руках и ногах, онемением, покалыванием и жжением в кистях и стопах. По течению полинейропатии могут быть острыми, они развиваются от нескольких до 4 недель, подострыми, когда симптомы усиливаются в течение 4-8 недель, и хроническими, признаки развиваются в течение нескольких месяцев или лет. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Как диагностировать полинейропатию» или полинейропатию, можно говорить и так, и так. И если у вас, уважаемые телезрители, будут вопросы по ходу нашей программы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните. Наш телефон, как всегда, к вашим услугам 67 97 67. Не откладывайте в долгий ящик. Наша программа длится недолго, всего лишь 25 минут. А в качестве врача-эксперта сегодня в нашей студии врач-невролог, заведующий неврологическим отделением клиники номер 1 Центральной городской клинической больницы, главный невролог Новгородской области Павел Владимирович Стариков. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, в самом начале вы нам расскажете еще о каких-то характерных чертах этого заболевания, которое могло бы точно сказать, что это оно, а не что-то другое. Мы сегодня продолжаем с вами диалоги о медицине. Это очень символично, потому что сегодня для медицины очень особый день. Вы знаете, что я имею в виду? Сегодня, по-моему, день географа, это раз, но как-то не подходит к медицине. Потом день топора, но неврологи вроде бы используют молоточки, тоже не подходит. Еще сегодня день людей, которые никогда не сдаются. Это уже теплее, но я хотел сказать, что 1000 лет назад родился великий ученый, не только медик, это Абу Али ибн Сина, известный в Европе как Авиценна, который написал первый известный крупный медицинский трактат, называется «Канон врачебной науки». Этой книге уже более 1000 лет. В 2013 году тысячелетие ее праздновалось. Авиценна написал очень много книг. У него было 450 книг, если я трудов, если я не ошибаюсь. 50 только из них о медицине. А так он был и философом, и врачом, и ученым-инженером. То есть был всесторонне развитый человек. А по поводу канона врачебной науки, его переписывали сначала от руки, а потом, когда появился печатный станок, он по количеству изданий в Европе, он вышел на 2-е место после Библии. Это была 2-я по частоте в Европе издаваемая книга после Библии. У него за 300 лет, с 13 по 15 век, 29 переизданий. И Ибн Сина, он в своем каноне врачебной науки, почему я про него вспомнил, это, кстати, День медиков для работников Таджикистана сегодня, с чем мы их и поздравляем, врачей, наших коллег из Таджикистана. Он писал в том числе о различных слабостях человека. Но не слабость к алкоголю, наркотикам и падшим женщинам, а слабости выполнять какую-то работу, или физической, или психической. Почему, собственно, я сегодня решил напомнить об этом великом ученом, который родился в X веке.
Мгм. Ну, вы знаете, вот мы уже перечислили некоторые симптомы вот сегодняшнего заболевания, о котором мы будем говорить, но когда вот я уже готовилась к этому выпуску, мне пришла в голову мысль о том, что да, действительно, у разных заболеваний очень схожие симптомы. Вот, например, я перед тем, как отправиться в санаторий Загорье, решила выяснить причину боли в правой ноге. Поскольку есть варикозное расширение вен, пошла к сосудистому хирургу, сделали УЗИ, оказалось, тромб нет, надо искать дальше. Мне сказали, что нужно идти к неврологам, ревматологам, искать причину боли в правой ноге у других специалистов. С неврологами уже, так сказать, этот вопрос обсудила, вроде бы нет, значит, остались еще ревматологи. То есть вот этот вот момент, он заставил меня пройти целый ряд обследований и обратиться к нескольким врачам. Ну, пока еще причина не найдена, но я некоторых пути. Вы правильно сказали, что вот очень это эмоционально. Дело в том, что очень многих людей, несведущих, это раздражает, что приходишь к одному человеку, и думаешь, что он знает все. Вот у меня болит, например, нога. А в ноге-то что есть? Там есть кости, там есть соединительная ткань, там есть вены, артерии, там есть кожа, там есть нервы, там есть мышцы. Кто его знает, там еще жир, это жировая ткань есть. И кто его знает, что болит? Теоретически семейный врач, терапевт, он должен быть 7 пядей, и он должен сказать, у тебя вот это заболевание. Но дело в том, что бывает что-то редкое. Или, например, вот ко мне, как к невропатологу, естественно, ко мне приходит меньше пациентов с заболеваниями артерий, то есть самую мизерную часть в основном. А ревматологических пациентов ко мне тоже еще меньше приходит. В основном ко мне приходят, конечно, с полинейропатией или с радикулитом. То есть в основном это мои пациенты приходят. Поэтому, к сожалению, пациенту, чтобы пройти диагностический поиск в случае каких-то сомнительных вариантов или вообще просто неизвестно. То есть надо бывает, что пройти всех 3 специалистов, потому что у нас бывает спор даже между врачами, что это виноват сустав или это виновата, например, другая какая-то еще патология, лечение совершенно будет разным. А мы с вами будем говорить о полинейропатиях. Почему? Дело в том, что самый сложный пациент, это у которого какие-то жалобы такие неконкретные. Вот вы говорите, нога. В ноге там, не очень много заболеваний, можно пощупать, посмотреть, несколько тестов провести. Невропатолог поднимает ногу, сосудистый хирург смотрит пульсацию артерии, ревматолог смотрит на сустав, на рентгене, на УЗИ, на МРТ или руками. И, в принципе, диагноз предварительный можно поставить. А приходит зачастую пациент, который говорит, у меня какая-то слабость, я стал плохо переносить длительную ходьбу, у меня немножечко подкруживается голова, но предметы по кругу не идут, может быть звон в ушах, тяжелее читать, тяжелее сосредоточиться. И кто он? Это называется слабость, астения. То есть стеничный человек, стеничный, сильный, который может перенести любую нагрузку, стеники, да? А есть астеники. Но их подразделение в психической сфере называется неврастеник. Неврастеник – это не плохой злой человек, который кричит постоянно, неврастеник. Нет, это усталость, слабость нервной системы, неврастения, про которую мы говорим. То есть минимальная нагрузка, например, шел ребенок в магазин, потерял 5 копеек, матери сдачу не досдал. Она проверяет сдачу, 5 копеек не хватает, нервная система не выдерживает, например, мне наплевать, что 5 копеек он потерял, да? А неврастенику ненормально, он будет, устроить из этого целый скандал. Нервная система не справляется с нагрузкой ни с какой. И зачастую приходит, это психический вариант расстройств, астении психической. А есть еще соматические астении. И опять, к кому же пойти? Например, гастрит, колит. Человек будет предъявлять сходные жалобы. Зачем, какая здесь роль невролога? Почему здесь вдруг в общей слабости появилась необходимость побывать у невролога? Дело в том, что есть поражение нервной системы, полинейропатии, которую может распознать только при рутинном неврологическом осмотре врач-невропатолог. Почему полинейропатия? Дело в том, что в эпоху ковида
большинство граждан нашей страны получили лечение пневмонии, потому что пневмонии были подтверждены на рентгене, на томографе, и без антибиотиков люди умрут. Чтобы они не умерли, они получили антибиотики, и у нас вся нация осталась здесь, на этой бренной земле. А у антибиотиков в инструкциях написано, что там есть 1001 осложнение, но оно редко бывает, там в 1000% случаев. Но есть в том числе и полинейропатия. У некоторых гипотензивных есть полинейропатия. И поэтому, если сейчас нация массово получила антибактериальную терапию, то есть ковида не избежали, в общем, единицы, есть осложнения. Раз. Второе. Поражение иммунной системы, которая вызывает вирусная инфекция, в том числе COVID-19, тоже могут способствовать демиелинизации нервной ткани, то есть тоже полинейропатии. И вот эти общие жалобы, они могут быть причиной именно поражения нервной системы. Как невропатолог это поймает? Рутинно посмотрит на человека, вот это осмотр не с топором, а с иголочкой, с молоточком, и мы можем посмотреть, есть ли признаки поражения нервной системы. И вот как вот вы ходили со своей ногой, да, что вот один вам специалист сказал, нет, у тебя сосуды проходимые, это не мое, иди ищи к ревматологу и неврологу, а сосуды у тебя на УЗИ при осмотре пульсация хорошая. Вот точно так же невропатолог посмотрит, есть признаки поражения нервной системы или нет. А это может быть и гастритом, простите меня. Гастрит у многих людей есть, а общая слабость при гастрите будет, раздражительность. Давно описано, что при гастрите. Вот какое место здесь невролога. Ага, то есть каких-то специфических, характерных симптомов, которые бы сказали о том, что это полинейропатия и больше чувств? Есть, конечно, для чего я и нужен. Да. Но вот очень редкие пациенты приходят и говорят, у меня жжение в стопах, у меня боли в стопах, например, диабета нет, шатает и больше по ночам. И нарушение чувствительности, когда я иголочкой провожу по ноге, по типу перчаток и носков, руки-ноги. Вот это типичная полинейропатия сенсорная, да, самая частая, то есть это диабет, алкоголь, но вот у нас присоединилось еще осложнение от лекарств, и именно у переболевших вирусными заболеваниями, которым не использовалась антибактериальная терапия. Есть симптомы, но прийти и сказать, Павел Владимирович, у меня жгут стопы, у меня не чувствуют стопы, ночью меня шатает. Так пациент никогда не говорит. Он говорит, у меня что-то вот слабость, недомогание, я плохо читаю. Ты его посмотрел? Нарушение чувствительности есть. То есть я поставил диагноз, а пациент пришел или случайно, или когда обошел всех. Просто невропатологу надо не лениться, а рутинно смотреть, положил на кушетку и полный осмотр. Но мы, в принципе, не ленимся. Кстати, если это осложнение ковида, да, и после приема антибиотиков, ясно, что там микрофлора в кишечнике была убита. Да, всасываемость микроэлементов, всасываемость витаминов падает. Когда человек не доедает, вот тебе и полиневрит. Когда человек пьет, вот тебе полиневрит. Когда есть микроангиопатия при сахарном диабете, вот тебе полиневрит. Когда используются, например, препараты для лечения онкологических заболеваний, они же токсические, правильно? Они, кроме опухоли, вызывают интоксикацию. Для опухоли не смертельная, а для организма просто токсическая доза. Вот. И полинейропатия может быть. Но она, если фактор устранен, то она лечится. Если сахара нормализованы, курс химиотерапии уже пройден, то можно и остановить заболевание, пустить вспять даже, улучшение может быть. И даже у больных сахарным диабетом? Сахарным диабетом полинейропатия появляется не на первый год, а появляется обычно у тех, кто допускает у себя очень высокие цифры гликемии. То есть, например, приезжает пациент, а он говорит, я живу последние пару лет на цифрах 15-16 миллимоль. У него будет полинейропатия, за год, за два разовьется. А тот, который говорит, у меня диабету 10 лет, и я живу на сахарах 6 миллимоль, пытаюсь себя держать, и строгая диета, и проверяю глюкометром, и у него 5-6 сахара, мы на 10-й год мы практически не видим полиневрита, он так маленький, копеечный и так далее. Пациенты ничего не беспокоит. Если, допустим, у больного сахарным диабетом развилась уже полинейропатия, можно вернуть процесс? Вы знаете,
вопрос очень сложный, люди разные. Вот смотрите, состояние маленьких сосудов, оно разное, то есть микроангиопатия, она разная. Ну, например, в нашем инсультном отделении в Азоте, в котором я работаю, бывает, приезжает пациент, у него пролежни развиваются за 2 часа. Это чаще всего пациенты с сахарным диабетом, длительным и запущенным. 2 часа уже есть пролежни. А другой лежит на спине недвижимый 2 недели, и у него нету пролежней. То есть кровоснабжение кожи разное, там же и нервы, и поэтому у кого-то за 2 часа, а у кого-то за 2 недели. Поэтому сложно ответить вот на общий вопрос, можно ли пустить вспять. Остановить прогресс или замедлить 100% реально. А вот пустить вспять, то есть омолодить, вот это вопрос уже будет третьим. Сначала замедлить, потом остановить течение заболевания, а потом уже молодость нервов, это уже как бы сложнее. Ну вот у нас еще есть немного времени, если позволите, вот пока не звонят наши телезрители в эфир, я озвучу вопрос, который поступил вчера от Ирины, ей 41 год, она пишет, что 5 месяцев назад внезапно заболела правая нога от крестца, терапевт назначил уколы и таблетки, после окончания лечения боль вернулась, ЭНМГ, это электронейромиография, да, сенсорная полинейропатия нижних конечностей, поражение по демиелинизирующему типу. Боли мучают, жжение, уколы как иголками по всей длине ног, ноги как под электричеством. Стало жечь и покалывать руки. Ведет Ирина здоровый образ жизни, не пьет, не курит. До того, как стали болеть ноги, была практически здоровым человеком. Она в отчаянии, плачет, поскольку понимает, что, не найдя причины, остановить процесс не получится. Как найти причину? Вы знаете, что, конечно, первая моя ремарка будет, что нельзя лечить. По телевизору? Да. У вас улучшается здоровье, там воду заряжаем, этим взглядом все упиваем. Нет. Но описана клиника полиневрита. Вот просто вот описано. Естественно, надо посмотреть, потому что слова перепроверяются. Как говорил доктор Хаус, all lie, все лгут. Поэтому перепроверяем каждого. Но четко здесь описана клиника полинейропатии. Без ошибок, прям вот. То есть прямой дорогой к неврологу, если невролог клинически подтверждает диагноз, назначает лечение. Но там еще, знаете, что кроме назначения лечения, что еще надо сделать? Надо причину найти. Вот. Что ее и... Это тоже невролог. Невролог, терапевт. Да-да-да. Идите к невропатологу, и все, в общем, колесо сансары закрутилось, и я думаю, что вам помогут. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, после вот ковидного лечения это наступает, можно ли, допустим, употреблением витаминов группы В? Там не только. В в структуре лечения, но кроме него еще кое-что есть. То, что скажет непосредственно невролог на приеме. Да. Следующий вопрос от Надежды, 44 года. Надежде, она пишет, 5 лет назад появилась слабость в руках и ногах и стала тянуться речь. Поставили диагноз БАС, бульбарная форма. За 5,5 лет не похудела, легкие в норме, речь полностью не ушла. Руки и ноги ослабли, но сила полностью не исчезла. Прочитала в интернете про симптомы полинейропатии. Могли ли неправильно диагностировать БАС, очень много схожих симптомов с полинейропатией. На ногах появляются кровяные точки, руки слабые от локтей вниз, онемение пальцев рук и ног, руки и ноги холодные, но внутри горят. Возможно ли перепутать эти две болезни? Эти две болезни, боковой амиотрофический склероз и полинейропатия, они имеют сходную клинику, потому что в одном случае страдает нервная клетка, когда диагноз боковой амиотрофический склероз, а при полинейропатии ее вырост. Вот, то есть разница буквально в 2 миллиметрах, и болезнь будет совершенно разная. Диагноз БАС подтверждается электронейромиографией. Если будет найден патогномоничный симптом для БАСа, это фасцикуляция, то будет поставлена точка в диагностике. Единственное, что электронейромиографию надо провести у врача, который это занимается, в общем, на потоке, который делает это очень много, потому что иногда
бывают двоякие трактовки, что может быть да, может быть нет. Обратитесь в итоге к неврологу, он вам подскажет, где сделать электронейромиографию, и будет поставлена точка. Это полиневрит или БАС. Следующий вопрос от Екатерины Алексеевны. Ей 64 года, и она пишет, что 12 лет болеет диабетом 2 типа, принимает лекарства, осложнение диабета, полиневропатия нижней конечности по результатам обследования НММГ. Жжение в стопах в покое и ночью. Прошла лечение, не помогло. Невролог выписал препараты. Пропал аппетит, очень шумит в голове, сонливость и вялость. Что делать? Но мы здесь, уважаемая Екатерина Алексеевна, вы перечислили вполне вероятно несколько осложнений сахарного диабета, поэтому у вас, получается, и несколько докторов будет, потому что здесь к полиневриту жжение в конечностях, безусловно, это диабетическая полинейропатия. Вот, по поводу снижения аппетита тут могут быть сотни болезней, поэтому, безусловно, надо подойти к участковому врачу, и участковый врач скажет, почему снижен аппетит, потому что я не буду перечислять всю дифференциально-диагностическую таблицу, этих заболеваний много. По поводу шума в голове, это может быть и атеросклероз, это может быть и нейросенсорная тугоухость, это может быть и колебания артериального давления. Поэтому что вы можете помочь, это померить артериальное давление, перед тем, как прийти к врачу, сказать, мои цифры такие-то. То есть у меня, например, 160 или, например, 180 и 90. Да? И врач тогда более четко, быстрее вам сможет дать какую-то рекомендацию. То есть вы меряете артериальное давление, говорите врачу, какая у вас гликемия, то есть вы живете на 5, 6, 7, 10 или 15 миллимолях, и тогда, собственно, вам помогут. А так что вариантов здесь много. Вот сонливость, вялость, то есть какой-то фактор еще не учтен. И самый частый фактор – это высокие сахара и колебания артериального давления. Это самое частое. Но не говорите, что это у вас может быть. Может, у вас там другой, третий какой-то вариант. Поэтому измеряйте сахар, меряем давление, и минимум это терапевт. А максимум терапевт, эндокринолог и невролог. Еще один вопрос от Елены. Она пишет, что сестре 45, 10 лет назад у нее была алкогольная полинейропатия. Ноги у нее в то время отказали полностью, даже не могла разогнуть, не то чтобы встать или ходить. После лечения она алкоголь вообще не употребляла. Вопрос, можно ли в небольших количествах начать прием алкоголя, или это опять приведет к болезни? Ну, не приведет к болезни. Болезнь осталась, и осталась на многие десятилетия, потому что если появились параличи, то поражена не только чувствительная часть нерва, а поражена еще моторная часть нерва, уже не ходят ноги, уже не двигаются. И такие больные, у них лечение длится лет под 10, а то и больше. Вот, поэтому будет ли она еще принимать алкоголь, в общем, странный, конечно, вопрос у Елены, вот, что болезнь будет длиться лет 10. Вот, наверное, этот вопрос, можно ли пить, давайте через 10 лет спросите, вот посмотрите, когда она начнет бегать самостоятельно, вот тогда надо спросить, а можно ли опять пить? Через 10 лет и переспросите. То есть даже немножко, даже вот чуть-чуть? Нет, так все, болезнь осталась. Конечно, ни в коем случае. Ну да, конечно. Скажите, пожалуйста, а как связаны вот полинейропатия и витамин D? Вернее, вообще есть ли какая-то связь между ними? Ну, вы знаете, что самая главная функция витамина D, это, вы знаете, это усвоение кальция в организме. Второе, он обладает действием положительным на иммунную систему. Ну, в общем, доказанного действия на рост нерва нет. В структуре, в стандарте, в структуре, в общепринятом лечении, в клинических рекомендациях витамин D3 для лечения полиневритов не используется. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо за ваши ответы на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведем итог сказанному ранее в этой студии. Профилактика полинейропатии заключается в своевременной диагностике и лечении соматических заболеваний, нарушении обмена веществ, а также отказе от алкоголя. Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо регулярно посещать лечащего врача и выполнять его рекомендации.
При подозрении на полинейропатию доктор направит больного на электронейромиографию. Людям, занятым на вредном производстве, необходимо каждый год проходить профилактический медицинский осмотр. Пациентам, чьи родственники страдают наследственными формами полинейропатии, желательно как можно раньше обратиться к врачу, чтобы определить свой риск развития болезни. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор» о пользе свежих ягод. К нам в студию придет врач-диетолог Антонина Васильевна Савалюк. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернет-издания 53 новости и в группе «Скажите, доктор» ВКонтакте. А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы.